10 декабря в 1993 на свет вышла легендарная и по сей день игра под названием Doom. И в этом году настает ее 6-й юбилей с момента релиза. Создателями данной игры являются сотрудники ID Software под руководством главного разработчика Джона Кармака, вдохновленного такими кинофильмами как «Чужой» и «Зловещие мертвецы 2», которые послужили созданию и применению проекту соответствующей стилистики. Первоначально на тот момент Doom была портирована на операционную систему MS-DOS, а затем на другие OS, такие как Windows, macOS, Linux, а также и на игровые консоли. Каждая версия друг от друга чем-то отличалась, у кого-то больше уровней, как на Atari Jaguar, а у кого-то играется не на полном экране, как на Super Nintendo, Sega 32X и 3DO. Кстати, прекрасно помнится тот самый рекламный ролик с участием одного из основателей корпорации Microsoft Билла Гейтса, в котором он был в качестве главного героя и представлял преимущества своей OS и DirectX. Да, игра Doom стала одним из ключевых факторов в развитии игровой индустрии на операционной системе Windows. Ее успех в значительной мере повлиял на решение различных разработчиков игр начать портировать свои проекты на данную OS, приведшее в конечном итоге к тому, что Windows стала одной из наиболее популярных платформ для игр. И, как мы можем видеть, это портирование происходит и по сей день. Тем самым Doom стала одной из самых влиятельных проектов в истории игровой индустрии, и ее успех привел к значительному росту популярности игр на ПК в целом. Но, кстати говоря, этим все не ограничилось. Doom — это, похоже, уникальная в мире игра, которая на чем бы только по приколу не портировалась. На банкомате, фотоаппарате, электронной книге, диспетчере задач, тесте на беременность и так далее. Помимо всего прочего, Doom — одна из первых игр, благодаря которой было собрано спидран-сообщество, возникшее в 1994 году. И даже на сегодняшний день раннеры до сих пор ее спидранят, несмотря на большой промежуток времени существования данного детища. Всем доброго времени суток, а мы с вами начинаем видео «Мистический баг в спидране по игре Doom». Просьба досмотреть до конца. А пока ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы увидеть еще больше видео. Это также помогает продвижению на ютубе. А также, ребята, подписывайтесь на мою группу ВК. Ссылку я оставил в описании видео. Как было уже мною упомянуто, игра Doom одна из самых первых, которая собрала большое количество людей, образовав сообщество спидранеров. И интерес к этому только возрастал. Неудивительно, ведь комьюнити спидранинга по Doom является одним из самых древних сообществ среди раннеров. Можно подумать, что за большой промежуток времени все игроки с ног до головы обошли каждый угол, каждую стенку, возможно каждый пиксель в поисках новых гличей и багов до полного конца лишь с одной целью – пройти гораздо быстрее, чем предполагается. Однако я просто обязан подчеркнуть кое-что важное. Суть в том, что это далеко не правда. Настоящий прорыв в игре Doom произошел тогда, когда нашли достаточно очень редкий и, по мнению многих, самый странный глич, о котором было известно еще с 90-х. Для того, чтобы собственными усилиями воспроизвести данный глюк в действие, раннерам понадобится играть в течение 100, 1000 или даже больше часов, дабы этот баг хотя бы раз, но случился. И единицы и вовсе случайно его спровоцировали. А как, сами того объяснить не могут. Это и делает данный сбой в игре очень загадочным и мистическим. Когда активируется баг, Doom Guy, то бишь безымянный персонаж, за которого играют геймеры, вовсе перестает сталкиваться со стенами, буквально проходя сквозь них. Казалось бы, просто глич, позволяющий чисто пройти через все препятствия, что гарантирует большую экономию времени в течение всего спидрана. Однако есть обратная сторона медали. Когда действует данный баг, Doom Guy просто не способен поднять предметы и взаимодействовать с какими-либо кнопками и множеством триггеров. И самое интересное, враги тоже могут проходить через стены, вот только из оружия ни один выстрел на них не действует. Данный глич настолько меняет ход игры, что даже нельзя закончить левел простым нажатием последней кнопки завершения уровня, находящейся в конце карты. Это вызывает чрезмерное неудобство, побуждающее назвать данный баг не только самым редким, но и самым бесполезным, иначе бы ран закончился от точки А до точки Б. В течение всех этих лет данный глич считали невозможным для осуществления и воссоздания. Однако, как после оказалось, не все было потеряно. После всех этих десятилетий и обнаружения данного бага, спидранер под ником Zero Master стал первым человеком в истории спидранов, которому удалось в оригинальной игре воссоздать этот глич, название которому The All Ghosts Bug, и установить новые мировые рекорды.
Данный баг, возможно, является самым редким гличом в Doom. У многих раннеров он возникает лишь несколько раз, когда те гриндят игру по 100, 1000 или даже 10 тысяч часов. В Doom 2 данный баг был более открытым явлением. Тому есть одно интересное и ранее подтверждение демкой от игрока по имени Томас Заиц с 1996 года. Данный глич случился во втором уровне, где, вероятно, он самый распространенный. Мы уже в курсе, что при активации Doomguy не может с чем-либо взаимодействовать. Остается два варианта выйти из уровня: через меню или позволить врагам уничтожить его, находясь вплотную к ним. Сдалека, конечно, не навредят, но из-за особенностей игрового кода могут сделать это вблизи. По поводу произошедшего сам Томас говорит следующее. Я и понятия не имею, что произошло. Все пошло по чит-команде NoClip. Я больше не мог нажать на переключатели или открыть двери. А дальние атаки монстров не наносили мне никакого урона. Однако кроме ближних. Таким образом, глич происходил уже много лет, хоть и случайно, но он не поддается ни контролю, ни пониманию раннеров. Никто, практически никто не знал, почему происходил данный глюк, а гайд по его воспроизведению отсутствовал, что свидетельствует о недостатке знаний причины действия бага. Но некоторые люди все же в курсе, как и почему он сработал, так как исходные порты способны в точности симулировать глич еще с конца 90-х. В 2003 году игрок по имени Колин Фипс попытался объяснить глюк, и это стало первым упоминанием с названием All Ghost Bug. Судя по его рассуждению, он лишь отчасти понял причину гипотетического возникновения. Геймеры прекрасно знают, что во время стрельбы Doomguy'ем из оружия игра чекает траекторию полета пули на наличие перехватов. В это время перехватом могут быть стена, другие объекты, типа лежащих патронов, ящиков и даже трупов врагов. Однако, если траектория пули пересекает больше 128 объектов, то в этом случае игра переопределяет память в другие места, что нарушает работу самой же игры. В теории это выглядит достаточно понятно, а вот на практике возникают сложности. Итак, мы поняли, почему возникает этот глич. Назревает вопрос, есть ли вообще в нем смысл. В конце своего ролика Десина сказал следующее. Итак, есть ли здесь способ добровольно переполнить перехваты, не полагаясь на застаканные трупы? К сожалению, ваша позиция и угол должны быть абсолютно точными. Вам потребуется найти точную долю значений, которые вызывают ошибку выполнения, и это выполнить практически нереально. Даже после выяснения того, как возникает глич, будто был какой-то шанс, что найдут способ его использовать. В ранах, где необходима чрезмерная четкость для большой экономии времени, используется очень редко, так как это требует либо определенного тайминга, либо фрейм-перфекта, либо что-то еще, или не используется вообще. В этой ситуации точность уж больно требовательна. Даже если получилось спровоцировать глич, то какая от него файда? Напоминаю, что во время его действия Doomguy не способен с чем-либо интерактировать. Он не может ни нажать на кнопку, ни пользоваться телепортацией. В таком случае что тогда? Однако в игре Doom существует один уровень, который заканчивается, но тогда, когда Doomguy в пределах определенной зоны с меньше 10 единиц здоровья. И тут-то можно воспользоваться трюком All Ghost Bug. Что удивляет меня не меньше, так это то, как работает механика завершения уровня эпизода 1 карты 8. Doomguy телепортируется на финальную локацию, где получает смертельную дозу урона, и левел на этом заканчивается. Честно, я такого от игры просто не ожидал, ведь такая тактика сейвит уйму времени. Это напомнило мне неофициальный порт Aladdin на Famicom или NES от Hammer Team. Для того, чтобы просто завершить уровень с финальным боссом гораздо быстрее, у раннера должна быть только одна жизнь. Как только Джафар бросает жезл вниз, где должен оказаться главный герой, игрок получает урон, а затем и второй, что потом позволяет персонажу передвигаться, однако после этого этап и сама игра завершаются. В Doom существует трюк скольжения в пустоте или Void Glide, который помогает раньше осуществить Out of Bounds и добежать до конца. Благодаря такой тактике в 2016 году игрок под ником 4Shock Blast достиг мирового рекорда за 19 секунд. Гипотетически такое могло бы произойти и с All Ghost Bug'ом, добежав до выхода и закончив уровень.
Несмотря на отсутствие четкого взаимодействия с объектами, Doomguy может получать урон от таких эффектов области, как лава или зеленая слизь, наносящие 20 единиц дэмэджа в секунду. Статья из Doom Wiki гласит, что когда у игрока становится меньше здоровья, то уровень заканчивается. Ютубер под ником Desino в одном из своих видео показывал кадры с собственным гличом в эпизоде 1 карты 8. Он смог завершить уровень за 20 секунд, и то в модифицированной версии игры, для того, чтобы данный глюк можно было спровоцировать гораздо легче. Некоторые игроки знали про этот глич, но считали его невозможным, ибо проблема в его правильном пользовании. Даже если потребуется осуществить данный баг, то понадобилась бы сверхточность, чтобы все получилось. Несмотря на то, что Desino примерно так и думает, в это время у пользователя Zero Master возникло предположение, что совершить этот трюк в эпизоде 1 карте 8 вполне возможно. Назревает вопрос, а насколько точным должно быть данное исполнение, дабы раннерам спровоцировать глич? Конечно, можно подумать, что попытаться сделать это чисто наобум поможет проблеме. Однако это может еще и быть пустой тратой времени, ибо пока не случалось, чтобы этим гличом прошли уровень ни путем эмуляции, ни ручным человеческим способом. На сегодняшний день есть метод, помогающий перебрать различные варианты комбинаций клавиш, дабы в какой-то момент глюк сработал. Zero Master решился использовать разные вводы клавиатур, чтобы повторить легким способом, поставив Doomguy в разные позиции. А как только он сделал некоторые комбинации, то раннер отправлял главного героя бежать в сторону стены. Естественно, при таких себе попытках Doomguy просто сталкивался об стену и при этом останавливался, не показав никакого положительного результата. Однако, если же главный герой окажется за стеной, то профит достигнут. Плюс пользование симуляцией движений заключается в том, что можно использовать множество вариаций и повторений. Благодаря программе Zero Master может выполнить несколько случаев игры в одно и то же время. Он мог запустить 6,5 миллионов тиков игры. Это примерно 6,5 часов настоящего игрового времени в секунду. В итоге он нашел решение, обнаружив определенный набор вводок, который способен вызвать глич. Исходя из этого, можно предположить, что если бы живой человек попробовал спровоцировать глюк собственноручно с подобным объемом работы, то ему бы потребовалось около 300 лет нон-стоп попыток для достижения подобного результата. Конечно, немного утрировано, ибо у раннера это может произойти даже раньше. Чем черт не шутит. Раз решение найдено, все, что нужно Zero Master, это идеально выполнить последовательность действий, дабы поставить Doomguy просто в правильную позицию под нужный угол. После всех этих лет, во время которых All Ghosts Bug был рандомной редкостью и вещью за гранью невероятного, с которой сталкивались несколько раннеров, Zero Master смог добиться нужного и ожидаемого результата. На видео мы можем заметить, как он стреляет по демонам, стараясь привлечь к себе внимание. Я полагаю, что как только они скучкуются вместе с остальными объектами в ряд, чтобы пуля прошла через всех них, таким образом All Ghosts Bug активируется. Раннер дает команду Doomguy для передвижения в сторону следующей стены, где его ожидают враги, которые в свою очередь начнут наносить ему урон, доводя жизни до ниже 10 единиц. Как только это происходит, уровень на этом заканчивается. В итоге забег Zero Master достигает мирового рекорда по времени 17 секунд ровно. Видео опубликовано на YouTube 4 июня в 2022 году. Данный ран вы, конечно, можете называть либо идеальным, либо недостаточно улучшенным, однако движение тут настолько интересное и точное, что это выглядит достаточно круто, ибо очень редкий глич, о котором люди в течение многих лет так мало знали, использовали в спидране. Ну, а вам я выражаю свою глубокую признательность, что вы посмотрели это видео. Те, кто забыл подписаться, нажимаем подписаться, колокольчик и ставим лайки, чтобы видео продвигалось на просторах YouTube. И, пожалуйста, досмотрите ролик до конца, а с вами был Рэш, пробуйте спидранить игры, до встречи и до следующего видео.